Елена Чупик, я бесплатный юрист для мигрантов Российского конгресса народов Кавказа. Мы постоянно работаем на горячей линии круглосуточной, а также ведем прием граждан. К нам обращаются как иногородние и иностранные граждане, чьи права нарушены, так и москвичи, которые жалуются на этих самых иногородних и иностранных граждан. Кроме того, мы постоянно взаимодействуем в связи с этими обращениями с райотделами внутренних дел. К сожалению, столь же постоянно сталкиваемся с массовой ксенофобией со стороны рядовых сотрудников милиции. Они утверждают, что 90%, некоторые 80% преступлений в городе совершают якобы выходцы из республик Северного Кавказа, а также из Средней Азии. Не далее, как вчера, мы были в одном из ОВД в связи с многочисленными жалобами на это ОВД, и замначальника по воспитательной работе совершенно всерьез сказал, что 93% преступлений совершают кавказцы и среднеазиаты. Это, как я прекрасно знаю, как многие, наверное, знают, грубо противоречит статистике ГУВД. К сожалению, подобная позиция поддерживается и средствами массовой информации. В частности, у меня много претензий к телеканалу ТВ-центр. Регулярно освещаются преступления, которые действительно были совершены выходцами из стран Кавказа, Закавказья, Средней Азии, но почему-то не передаются сообщения о преступлениях, совершенных москвичами или выходцами из других регионов. Я хотела бы не столько спросить ГУВД, почему это происходит. Я подозреваю, почему это происходит. Потому что не может ГУВД влиять на независимые СМИ. Но я хотела бы просить ГУВД выступать в средствах СМИ с опровержениями этой информации, показывать реальную картину и объяснять, что криминогенная обстановка на самом деле очень мало связана с внутренней и внешней миграцией. Впервые цифра 70% прозвучала в контексте моего выступления несколько месяцев назад. Это когда я довел информацию до населения через средства массовой информации о том, что официальная статистика показывает 49% преступлений в городе совершается иногородними. Я никоим образом эту цифру 49 не расшифровал по национальному составу граждан, совершивших преступления, поскольку это очень тонкая, очень щепетильная тема. И вот этот расклад на национальный состав, на выходцев того или иного региона, той или иной республики, он может быть интерпретирован любыми представителями нашего общества в силу каких-то своих и политических симпатий, антипатий, в силу просто, может быть, даже непорядочности. Поэтому вот за цифры 49% совершенных иногородними я вот эти вот национальные расклады все и спрятал. Но я подчеркнул, что в связи с тем, что вот этот показатель, он касается преступлений раскрытых, а как правило иногородняя преступность, она более сложно раскрывается, вот эти преступления, то я с полной ответственностью заявляю, где-то порядка 70% совершается преступления в городе Москве иногородними гражданами. В этом году 79% по итогам работы за 10 месяцев мы констатируем увеличение количества изнасилований, совершающихся в городе. И достаточно большой процент злоумышленников, они действительно родом из бывших республик СНГ, в частности, со стороны азиатских наших государств. Но это факт. Но спекулировать вот на этом факте и делать какие-то обобщающие выводы по национальному составу, я бы очень предостерег всех представителей СМИ и каждого гражданина нашего общества. Это очень тонкая грань. Особенно когда вот к межнациональным взаимоотношениям начинают примешивать какие-либо межрелигиозные взаимоотношения. Это очень опасное направление, где мы все, и жители города, и представители средств массовой информации, должны держать очень четкую дистанцию и должны просто
стараться сделать так, чтобы наш город отличался толерантностью по отношению к представителям всех национальностей. Когда закончатся поборы с приезжих в столицу? Меня, прибывшего в столицу в командировку на 1 день, неоднократно останавливали сотрудники милиции под предлогом того, что у меня нет регистрации, предлагали проехать в отделение или откупиться на месте. Кому сообщать о таких случаях? А вообще мне трудно поверить, что такие случаи, учитывая их массовый характер, происходят без ведома и поддержки руководства отделов внутренних дел. Поборы с приезжих закончатся вместе с поборами с постоянными жителями города. Мы в целом должны эту проблему решать и стараемся решать. И те цифры в своем докладе, которые я озвучивал, о том, что у нас достаточно сильно и резко сократилось количество чрезвычайных происшествий по личным составам. И количество наших сотрудников, привлеченных к уголовной ответственности, лишний раз доказывает то, что мы не собираемся сохранять честь мундира в силу каких-то обстоятельств. Выжигать будем каленым железом все эти обстоятельства. Советовать могу только одно. Если как только любой гражданин, приезжий или постоянный житель нашего города, сталкивается с подобного рода явлениями, постыдными явлениями, достаточно брать 2 цифры, 0,2. И у нас уже 2-й год действует практика, мною введенная, что по каждому такому обращению выезжает группа сотрудников, в том числе с представителями нашего подразделения собственной безопасности. И в течение суток они проводят проверку, и по истечении суток должны решать вопрос о либо принятии процессуального решения, но в любом случае все данного рода материалы направляем в прокуратуру для правовой оценки. Скрывать ничего не собираемся и постараемся сделать так, чтобы наша деятельность вот на этом направлении действительно приносила нам хорошие положительные результаты. Владимир Александрович, можно на территории Российской Федерации, чтобы средства массовой информации вещали на русском языке? Нет такой национальности кавказец, так же как и нет узкоглазец или светловолосец. Пусть, если они сделали какие-то преступления, выходцы с Кавказа, пусть целенаправленно говорят, из какого региона. На Кавказе есть Адыгея, есть Кабарда, есть Черкесия, есть Ингушетия, есть Чечня, Дагестан. Потому что, когда их обобщают, то получается в общей массе, что чуть ли не через каждую неделю это звучит. А если это будет адресно звучать, то, соответственно, это будет гораздо меньше звучать. Нет даже в словаре Даля такого слова, как кавказец. Поэтому давайте тогда целенаправленно обращаться. Возможно это сделать? Я думаю, мы обязаны это делать, но эта улица должна быть с двухсторонним движением. С одной стороны, уважаемые жители того региона должны оказывать необходимое воздействие на представителей этого региона, которые приезжают сюда в столицу, и, соответственно, проводить с ними и разъяснительную работу, и нравоучительную работу, чтобы они себя вели правильно. Потому что все то хорошее, которое имеет место быть в нашей жизни, может быть перечеркнуто действиями, поступками одного уроженца того или иного субъекта Российской Федерации, того или иного региона. И как раз вот, к сожалению, в целом жители судят об этом регионе вот по таким конкретным поступкам. Это то же самое, как вот гражданин в милицию может в течение своей жизни 1 раз обратиться в силу каких-то обстоятельств и столкнется с каким-нибудь хамом в погонах, и потом в целом судит о всей милиции. Поэтому я с вами согласен, что нельзя акцентрировать вопрос, внимание, именно вот заострять вопрос на этом моменте. Но в то же самое время должны работать и диаспора, и должны работать уважаемые люди, которые проживают в этих регионах. В любом случае, отправив сюда подростка, молодого человека по целевому набору в институт, он через месяц, через 2 перестает посещать эти занятия, все больше и больше занимается какой-либо противоправной деятельностью, ведет себя неадекватно по отношению к местному населению, а родители даже об этом и не знают. Я считаю, что вот на такого рода категории своих земляков и нужно прежде всего обращать наше внимание. Мне понравилась недавно реакция
руководителя Ингушетии, который мне позвонил по мобильному телефону в отношении своих земляков и попросил максимально жесткое решение принимать по факту совершения ими конкретного преступления. Вот. И я считаю, что отношение руководителей субъектов должно быть аналогичным. Союз студенческих землячеств 15 числа дежурил совместно с ГУВД на улице города Москвы. Мы были и в метро, и были на улице, и я ответственно могу заявить, что сотрудники правоохранительных органов провели свою работу отлично, беспристрастно и на высшем уровне. Я сам даже для интереса выходил, ездил по метро и был неоднократно остановлен, проверялся. И вы знаете, то терпение, которое было у сотрудников, конечно, это шло сверху. То отношение, оно меня приятно удивило. Я надеюсь на плодотворную работу в дальнейшем. И все-таки СМИ, да, сегодня СМИ говорят, тяжело, не делают работу. Легко сказать. Попробуйте выйти на улицу и сделать эту работу, которую ведет милиция. Я не милиционер, я всего лишь студент, аспирант. Давайте будем поддерживать милицию, помогать ей, а не все время как-то кидать камни в этот огород. А теперь я хотел бы задать вопрос, с вашего позволения. Сегодня, насколько мы заметили, видим, что в городе Москве есть усиленные наряды милиции в метро, на земле, на улице. Я хотел бы узнать, несет ли это временный характер, и если да, то до какого периода будет сохраняться такая тенденция? Спасибо. Мы пользуемся той помощью, которая нам оказывается со стороны Министерства внутренних дел. В частности, высшее учебное заведение системы МВД выделяет нам ежедневно 1000 сотрудников для патрулирования нашей территории в наиболее криминогенных местах. И я здесь хотел поблагодарить руководителей Московского университета МВД, который 500 сотрудников ежедневно выделяет. И Академия экономической безопасности то же самое 500 выделяет. Да и в целом центральный аппарат Министерства внутренних дел ежедневно по распоряжению министра внутренних дел нам выделяет для патрулирования с нашими сотрудниками 15% от своей численности. Может, в целом это где-то и незаметно, но вот сейчас вот выступающий, он подчеркнул, что действительно сотрудников милиции стало больше на улицах города. Да, этому предшествовали вот те события на Манежной площади, которые трагически произошли, но в любом случае плотность снарядов, она, несомненно, увеличена, и стараемся более эффективно распоряжаться имеющейся у нас численностью личного состава.